Привет, друзья! Вы на канале Страна рецептов. Сегодня готовлю творожно-сливочную пасху с цукатами. Пасху буду готовить порционно в формочках для кексов. Такое приготовление очень удобно, когда нет пасочницы. Для пасхи мне понадобится творог, сахар, сливочное масло, желтки, молоко либо сливки, ванилин либо ванильный сахар, цукаты и грецкие орехи. Для начала цукаты заливаю горячей кипяченой водой и пока отставляю. Творог перетираю через сито, можно пробить блендером до однородного состояния. Грецкие орехи при желании можно обжарить и измельчить в блендере. Я их измельчаю ножом. За это время цукаты хорошо размокли, я их промокнула бумажными полотенцами и нарезаю мелко. И далее желтки отделяю от белков. Белки мне не понадобятся. К желткам добавляю сахар и растираю вилкой. Далее добавляю молоко либо сливки. Все тщательно перемешиваю и ставлю на водяную баню. Прогреваю на среднем огне, постоянно перемешивая. Довожу более-менее до однородной консистенции. Масса сначала будет жидкая, а потом слегка загустеет. Доводить до кипения не нужно. И сразу в горячую массу отправляю сливочное масло. Оно должно быть комнатной температуры. Вмешиваю масло до полной однородности. В гладко вымешанную массу отправляю ванилин, цукаты и грецкие орехи. Все хорошо перемешиваю, и массу можно переложить в более глубокую емкость. И только на данном этапе начинаю добавлять творог. Добавляю его частями, хорошо вымешивая, чтобы не было комочков. Таким образом добавляю весь творог. Таким образом получается вот такая густая консистенция. Творожная масса за счет грецких орехов стала более серая. Если вас напрягает такой оттенок, тогда грецкие орехи не используйте, а добавьте какие-нибудь другие орехи. Для приготовления пасхи я воспользуюсь чашей миксера. Ставлю в нее пластиковый дуршлаг, помещаю в него мешочек, можно воспользоваться марлей, сложенной в 2 раза, и выкладываю творожную массу. Массу разравниваю, мешочек складываю, сверху ставлю подходящую по диаметру миску. В нее можно поставить банку с водой. Мне удобно использовать диски от гантелей. Всю эту конструкцию убираю в холодильник где-то часов на 12. За 12 часов периодически сливала сыворотку. Творожная масса получилась плотная. Разминаю вилкой. Может показаться, что она рассыпчатая. На самом деле, при сжатии она хорошо держит форму. Формочки я подготовила заранее. Смазала их растительным маслом тонким слоем. И сверху покрыла пищевой пленкой. За счет масла пленка хорошо держится. И теперь плотно наполняю формочки. Массу хорошо утрамбовываю. При желании таким способом пасху можно приготовить в любой форме. Самое главное — это плотно утрамбовать, чтобы не было никаких пустот внутри. Формочки накрываю краями пленки. Также можно поставить какой-то груз и убираю в холодильник часа на 2-3. У меня получилось 5 таких формочек. Порционные пасхи вынимаю из формочек непосредственно перед подачей. Такие пасхи вынимаются как обычно. Переворачиваются на блюдо, придерживается пленка и снимается формочка. Ну и конечно же эти пасхи можно украсить. Все зависит от вашего желания и фантазии. Я в микроволновке растопила молочный шоколад и добавила немного масла. А сверху украсила маленькими безешками и сахарными шариками. Пасха получается очень вкусная, мягкая, с приятным привкусом цукатов. А вот с орехами поэкспериментируйте. Разные орехи дадут разный вкус. Если вам было полезно видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. А я вам желаю приятного аппетита и до новых рецептов, друзья!